Всем привет, друзья! Сегодня поговорим о 7 важных правилах в сборке ярусного торта и других советов, которые позволят избежать вам неудач. После просмотра этого видео вы сможете работать с многоярусными тортами, не боясь этого. Первым важным правилом в удачной сборке ярусного торта – это стабильная, отработанная вами начинка. Если вы работаете с одноярусными тортиками и та или иная начинка ведет себя хорошо, торт не превращается в бочонок, начинка не вытекает, значит она также подходит и для многоярусного торта. Единственную начинку, которую мы не используем в нижний ярус, это молочная девочка. Она очень нежная и допустима только в верхние ярусы. В данном торте у нас будет красный бархат с вишневым конфи. Бисквиты мы выпекли диаметром 18 и 12 см. Шаг между каждым ярусом вышел 6 см. Минимальный шаг может быть 4 см. Если у вас будет торт на 3 и более ярусов, нужно сделать так, чтобы шаг между каждым ярусом был одинаковый. Вторым важным правилом является подложка. Она обязательно должна быть плотной. Мы длительное время были преданы подложкам из пеноплекса. С ними прекрасно доезжали тортики до места торжества, и они являются прекрасной альтернативой современных уже готовых подложек. Особенно если вы из маленького города и купить готовую подложку для ярусного торта не всегда предоставляется возможность. Ссылку на то, как мы делали подложки самостоятельно из пеноплекса, оставим в описании под видео. В последнее время мы покупаем уже готовые подложки для ярусных тортов. Они плотные, а по центру уже проделано отверстие с креплением под центральную ось. Использовать обычные подложки без крепления нельзя. Важно обязательно присутствие данной ступеньки. Такую подложку мы используем для 2- и 3-ярусных тортов весом до 10 кг. А вот для более высоких и тяжелых все же рекомендуем подложки из пеноплекса или более толстый вариант данных подложек. Любую поверхность, прикасающуюся к торту, очищаем спиртом или водкой. К начинкам применяем такие же правила, как для одноярусных тортов. Бисквит нужно испечь заранее, чтобы он отлежался в холодильнике в пищевой пленке около 8 часов. За это время он дозревает, улучшается его структура, он легче разрезается, не крошится так сильно, и пропитка лучше впитывается и не вытекает в итоге. Конфи, ганаши и другие используемые вами наполнения, требующие стабилизации, также готовим заранее. В торт кладем уже стабилизированный продукт. Сборку торта мы осуществляли накануне вечером. Знаем, что у многих начинающих кондитеров множество волнений касаемо времени. Когда лучше начинать выпекать бисквит? Приступать к приготовлению начинок? Сколько постоять торту в холодильнике, прежде чем его собирать в единую конструкцию? И так далее. А это действительно также важный момент в сборке ярусного торта. Поэтому в описании под видео приведем временные значения, которые требуются для каждого этапа. А мы уже начали собирать торт. На подложку обязательно нужно нанести немного крема, чтобы обеспечить сцепление подложки с бисквитом. Еще одним важным правилом в сборке ярусного торта это то, что первый бисквит нужно расположить идеально ровно на подложке. Обязательно нужно уложить его по центру и сделать в нем отверстие, также четко по центру, иначе потом пойдет смещение и ярусы будут несимметрично располагаться. Для того, чтобы это сделать, многие пользуются линейкой и четко отмеряют центр и расположение бисквита от края подложки, но мы облегчили себе задачу, и под каждый диаметр у нас имеются вот такие подложки с уже проделанным отверстием по центру. Прикладываем подложку того же диаметра, что и бисквит, и делаем дырочку, в которую потом будет входить ось. Так бисквит будет располагаться четко по центру. И следующее важное правило – это центральная ось. Она обязательно должна быть даже в 2-ярусных тортиках. Проходит ось через весь торт и подложку насквозь. Нужна она для того, чтобы обеспечить безопасное нахождение ярусов четко друг под другом. В случае резкого торможения при доставке или в других непредвиденных ситуациях все ярусы останутся на месте, а не посъезжают один за одним. Купить ось можно в кондитерском магазине, но значительно дешевле будет приобрести в строительном. Она должна быть диаметром равному отверстию в подложке. У нас это
1 см. Продается она в длинном состоянии, и теперь нужно ее подрезать. Высота оси должна быть равная высоте всех ярусов и подложек минус примерно 7 см. То есть, если суммарная высота первого и второго яруса вместе с подложкой у нас 27 см, нужно отнять примерно 7 см. Получается, ось нам нужно было отрезать 20 см. Отнимаем 7 см для того, чтобы ось вошла в верхний ярус только наполовину. Такая же методика расчета высоты оси будет и для других тортов, имеющих большее количество ярусов. Мы знаем высоту, которая получится у каждого яруса нашего торта, поэтому смело отрезаем. Если вы не знаете, прикиньте приблизительно, а лишнее потом уберете на самом торте. Отрезаем ось ножом-пилкой и обязательно обрабатываем потом спиртом или водкой. Многие мастера вставляют ось уже после сборки всех ярусов в торте, но это сделать потом, и чтобы еще попасть в отверстие подложки, практически нереально. И в случае, если все же не удастся это сделать, придется разбирать весь торт, поэтому делаем это на начальном этапе. Вставляем ось в отверстие, оно тут заходит очень туго, и иногда нужно забивать чем-то тяжелым, чтобы оно вошло до упора. Достать ось из подложки уже будет почти нереально, тогда мы будем точно уверены, что наш торт при транспортировке никуда не убежит. Один раз в нашей практике был такой неудачный опыт. При использовании такой подложки впервые мы плохо вставили ось в отверстие, и торт в процессе транспортировки съехал, поэтому данный этап очень важен в ярусных тортах. Теперь собираем торт в обычной последовательности. На каждый ярус стараемся накладывать одинаковое количество крема. Иногда мы данный процесс делаем на весах. Крем лучше накладывать из кондитерского мешка, а потом разравнивать шпателем. Насаживаем второй бисквит и повторяем те же действия. Для начинки делаем обязательно хороший бортик. Если ваш крем недостаточно плотный, то лучше сделать для бортика отдельный крем с сливочным маслом. Так вы точно будете уверены, что ваш тортик не станет бочонком. Начинку будем укладывать не обычным способом, а чередуя с полосками крема. Тогда получается красивый разрез. Обязательно нужно пропитывать сухой бисквит, иначе он впитает влагу из верхнего финишного покрытия и получится трещины. Красный бархат у нас сам по себе влажный, поэтому в нем мы пропитку можем не использовать. Все последующие ярусы собираем точно так же. И таким же образом мы собрали верхний ярус. На любой плоской поверхности, с которой вам далее легко будет его снять. Собрать торт необходимо ровным, поэтому лучше это делать сразу в разъемном кольце. Но мы уже наловчились и можем это сделать и без него. В кольце мы собираем только нежные начинки, такие как молочная девочка и медовик. Если вы только начинаете свой путь, обязательно используйте кольцо для каждой начинки. Сейчас оборачиваем торт пищевой пленкой или ацетатной лентой и ставим в холодильник минимум на 6 часов, чтобы он пропитался и все слои хорошо склеились между собой. Обычно мы этот процесс делаем накануне вечером, а утром уже выравниваем и собираем в ярусы. Многие кондитеры на данном этапе еще дополнительно ставят пресс, но мы этого не делаем. Следующее важное правило в сборке ярусного торта – это подложки, которые будут находиться между ярусами, и опорные палочки, которые будут в них упираться. Таким образом, вес верхних ярусов не давит на внутренности торта снизу, а вся тяжесть уходит именно на опоры и подложки. Нельзя просто поставить торт на торт, тогда вес верхних ярусов будет давить на нижний и торт расплющит. Мы будем использовать вот такие подложки из фанеры толщиной около 3 мм. Их мы заказываем нужного нам размера с уже проделанным отверстием под центральную ось. Если у вас нет возможности заказать такие подложки, они также часто бывают в кондитерских магазинах, либо покупать обычные без отверстия и уже самостоятельно при помощи шуруповерта и сверла делать отверстия нужного диаметра.
диаметра. Но лучше все же поискать готовые с отверстием, так как когда делаешь его сам, можно немного ошибиться и сделать отверстие не по центру. Тогда ярусы будут смещаться и смотреться не совсем ровно. Тонкие подложки не рекомендуем использовать, берите все же хотя бы от 2,5 мм. А что касается опор, то в нетяжелые торты удобнее использовать широкие коктейльные трубочки, которые легко отрезаются ножницами. Но их не оказалось сейчас в магазине, поэтому используем то, что есть. У нас сейчас деревянные опоры, которые мы чаще используем в более тяжелые тортики. На нижний ярус будем использовать 5 опор, и они должны быть все одинаковой высоты. Подставляем к поверхности, отмечаем место окончания торта, а лишнее убираем ножом-пилкой. Чтобы не пилить полностью, мы это делаем лишь по окружности, а затем прибегаем к кусачикам. И все неровности далее убираем ножом. Все данные действия делаем только после того, как торт пропитался и отстоялся минимум 6 часов в холодильнике. Мы уже нанесли первый тонкий слой крема, но это можно было бы сделать и чуть позже. Сейчас можно вставить одну палочку в торт и проверить ее длину. В нашем случае мы будем наносить еще сверху крем, и край опоры может немного выходить за пределы. А вот в случае, если вставляют опоры в уже выровненный финишным кремом торт, то нельзя, чтобы она даже на миллиметр выходила за пределы крема. Под такую же длину отрезаем все нужные нам опоры. Далее обрабатываем спиртом или водкой. Вставлять опору в торт нужно так, чтобы она упиралась в находящуюся сверху подложку. У нас на канале есть видео, как развалился свадебный торт, и одной из причин, которая могла произойти, это то, что где-то опора выходила за пределы подложки, и торт начал заваливаться при транспортировке. Поэтому очень важно правильно установить опоры. Но вы уже об этом будете знать. Кстати, ссылку на видео развалившегося торта дадим также в описании под данным роликом. Устанавливаем все палочки примерно на одном расстоянии друг от друга. Раньше мы устанавливали опоры уже после выравнивания торта. Но знаем случаи, когда появляются трещины на поверхности после установки опор. Это может возникать из-за того, что палочки толстые, и когда их вставляют в торт, особенно когда их большое количество, содержимое торта начинает распирать, и в случае покрытия ганашем часто появляются трещины. Поэтому лучше вставлять опоры до выравнивания тортика кремом. Теперь приступаем к выравниванию. Мы будем использовать ганаш на белом шоколаде. Так как у нас яркий красный бархат, выравниваем в 3 этапа. Тонкий первый слой мы нанесли еще до того, как вставляли опоры. Охладили немного торт и теперь наносим второй слой. А рецепт ганаша для выравнивания торта, а также другие виды кремов, которые мы используем в ярусных тортах, дадим ссылкой в описании под видео. Затем торт убираем в холодильник для охлаждения. А пока приступим к верхнему ярусу. Он был собран вот на этой подложке, мы его уже сняли, и теперь к нижней части тортика приклеиваем на крем подложку, равную диаметром бисквита. Приклеиваем на тот же крем. Подложка должна быть с отверстием, так как в нее будет входить центральная ось. И в данную подложку будут упираться опорные палочки нижнего яруса. Так как по данному процессу мы часто получали вопросы в комментарии, решили показать еще раз его на примере другого нашего торта, собранного ранее. Снимаем аккуратно ярус с подложки, на которой собирали торт. Промазываем немного кремом и устанавливаем на подложку с отверстием, равную диаметру бисквита. Проверяем, чтобы торт стоял ровно по центру, и далее приступаем к покрытию первым слоем. Тут у нас торт уже стоит на маленькой подложке, которую мы только что приклеили, и дополнительно ставим на большую, на которой будем выравнивать. Это просто для удобства. Ставить большую подложку на торт, конечно же, мы потом не будем. Также наносим небольшой первый слой, чтобы убрать крошки и неровности, после чего убираем в холодильник примерно на 20-30 минут. И за это время приступим к выравниванию нижнего яруса, у которого первый слой уже хорошо охладился. Достаем его из холодильника и наносим хороший слой крема. Выравниваем торт
На данном этапе мы уже точно будем знать высоту верхнего яруса, и если вдруг окажется, что центральная ось будет выше по высоте, чем верхний ярус, тогда подрежьте ее прямо на торте. Только поверхность застелите салфетками, чтобы не летели опилки. У нас с размером оси все хорошо, поэтому спокойно продолжаем выравнивание. Оставляем бортик, так как он будет в декоре, и также будем делать текстуру на боковой поверхности. Теперь убираем торт в холодильник и приступаем к финишному выравниванию верхнего яруса. Повторяем все те же действия и убираем торт в холодильник примерно на 20-30 минут. Нижний ярус у нас уже хорошо охладился, а теперь приступаем к сборке всей конструкции. Аккуратно снимаем с нижней подложки ярус так, чтобы маленькая подложка осталась внутри. Обязательно промазываем тонким слоем крема стык между ярусами, и пока он еще не застыл, насаживаем верхний ярус на ось, которая войдет в торт примерно наполовину. Вот так будет выглядеть торт внутри. А так выглядит трехярусный. Многие задаются вопросом, как есть такой торт с палками внутри. Официанты об конструкции торта всегда знают, и с нарезанием не возникает никаких проблем. А вот если торт готовится на семейный праздник, тогда стоит предупредить об этом клиента, чтобы не возникло сюрпризов. Мастихином убираем все неровности. Также в декоре нам нужно немного сделать нежно-розовых мазков. Часть крема окрасили и теперь наносим на поверхность аккуратными движениями. В качестве декора будем использовать рисовые паруса и вафельное кружево, которое мы также уже готовили у нас на канале. Ссылки будут под видео. Кстати, на таком креме вафельное кружево чувствует себя хорошо и не тает. После декорирования готовый торт отправляем в холодильник минимум на 2 часа. Хорошее охлаждение торта перед доставкой – это последнее правило удачного выполнения ярусного торта. После чего упаковываем коробку и доставляем к договоренному времени. Обязательно спрашивайте, смогут ли поставить торт в холодильник до момента подачи. Если в кафе нету места в холодильнике для большого торта, тогда привозим уже к вечеру, к моменту выноса. Доставляем торты в багажнике с включенным кондиционером. Были случаи, когда кондиционер ломался, а на улице жара, и тогда мастерили бокс из пеноплекса с ледяными вкладышами внутри, которые помогали сохранить низкую температуру. Вот и все, друзья. Выполняя все эти правила, любой ваш торт будет доставлен на торжество без неприятных приключений. По такой технологии мы сейчас собираем все наши тортики и очень надеемся, что вы теперь без страха сможете сделать торт не только на 2 яруса, но и на 3, 4 и более ярусов. Не забудьте поставить лайк и подписаться на нас. А также у нас совсем недавно была подключена поддержка нашему каналу, и став спонсором, вы символически благодарите нас за проделанный труд и советы. А мы в свою очередь даем вам бонус приоритетного ответа на любые ваши вопросы в комментариях. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была студия Кондитерская сестры. До новых встреч в будущих роликах.